У меня не было интро для этого влога, самого первого, но он начинается в Болгарии, в прекрасной стране и не менее прекрасной компании. Тайсон, ты как? Друг? Мечу? The Bear. Первый день нас встретили наши местные друзья, и мы отправились в горы в национальный парк Рила посмотреть на древний монастырь. Там же по дороге мы встретили большого пса по кличке Медведь. Ну реально. Рильский монастырь топ. Купил вот такой подарочек для бабушки. Но вообще очень впечатляющее место. Очень старое и красивое и масштабное. Делать фото или видео внутри самого монастыря запрещено, но там очень красиво, поэтому это место однозначно рекомендую к посещению. После этого мы отправились пробовать выпечку, которую готовят именно вот только на территории этого монастыря. За ней даже приезжают из столицы. Это очень вкусно, особенно с айряном. И после этого спать хотелось так же, как этому песику. Суббота, 6:30 утра. И угадайте, куда я иду. Конечно же, на блошиный рынок в Софии. Посмотрим, что там будет интересного. Говорят, должна быть такая прям цыганщина. Ну что, я на месте. Вот он за спиной женский базар. Но есть нюанс. Я, если честно, предполагал это, но, судя по всему, тут нет никакого блошиного рынка. И это слишком рано даже для цыганей и для болгар. Потому что из того, что я вижу, там пусто. Сейчас вот жду Макса и пойдем убеждаться, правы мы или нет. Но, походу, облом будет с блошиным рынком. Вот, так что сейчас покажем. С первым рынком у нас ничего не получилось, поэтому мы приняли решение ехать на окраину города и все-таки попробовать попасть на блошиный рынок там. Короче, на первом рынке не было ничего, все было закрыто. Приехали на второй какой-то, но тут такое же прям цыганщина. Сейчас пойдем смотреть. Сданы лет 10 назад. Или сколько там? Ну что, сходили на местный блошиный рынок. Это очень уникальный опыт. Рынок прикольный, но ценники у большинства продавцов неадекватные. То есть там просят по 5-10 евро за какой-то маленький старый брелок. Но при этом хватает тех, кто по 2 лева, то есть по 1 евро. Говорят, все, что хочешь, вот все, что есть в наличии, все по 2 евро, фикс прайс. Поэтому что-то прикольное можно найти, рынок очень большой. Дальше там будет видео. Но, конечно, специфический. Ну и, конечно, цыганье. Достаточно безопасно. То есть, нигде ничего такого не было, чтобы что-то пробовали украсть, еще что-то. В общем, как экспириенс, очень рекомендую. Стоит посетить. Но приезжать стоит пораньше. То есть, вот мы были где-то в 7:30 утра. Вот с 7:30, с 7 и, наверное, часов до 10, до 11 точно будет работать. Поэтому рынок, конечно, такой, стоит посетить. Я не знаю, какой шанс здесь вот скачает, продаст сегодня.
Inače, един блончуш купек си вече купил. На блошином рынке было просто нереально вызвать такси. И на самом деле, что в ту сторону, что в обратную. Потому что у них сервис и даже приложение само по себе — это просто жесть. Это как будто, не знаю, 10 лет назад. Когда мы ехали туда, мы прождали такси 35 минут, просто чтобы водитель принял заказ. Когда мы ехали обратно, мы вызвали такси, и оно, естественно, не приехало вообще. Мы подошли просто к какому-то местному дяденьке, который собирался уезжать с рынка. Его зовут Любомир, и он согласился просто так нас подвезти там в сторону нашего дома. Он очень круто говорит по-английски, знает немецкий, русский язык. Короче, дяденька супер простой, на достаточно старой машине Peugeot, но вообще очень крутой. Мы классно поговорили, сказали ему благодаря и пошли дальше по своим делам. Ну, в общем, пока что впечатление о местном населении прям супер крутое. Блошиный рынок однозначно рекомендую, очень клевый опыт и очень крутые впечатления. Сегодня у нас очень особенный день. Мы пойдем на местное софийское дерби. Левский играет с ЦСКА. Нам наш болгарский друг намутил билеты на фан-сектор ЦСКА. Так что будем болеть за армейцев сегодня. Вот. Предварительно нам говорили, что на самом деле тут достаточно все жестко. Заранее там перекрывают улицы, и именно на дерби, скажем так, большая вероятность попасть в какую-то стычку или конфликт, особенно если ты не говоришь по-болгарски. Поэтому вот сегодня проверим и постараюсь показать. Сама игра была очень интересная и открытая, атакующий футбол. И на самом деле это нам очень сильно повезло, так как это лучший матч, на который вообще можно было попасть в болгарском чемпионате по футболу. Атмосфера и перед игрой, и во время игры очень крутая. Никаких проблем у нас не было с тем, чтобы попасть на стадион или выйти с него. Но есть небольшая особенность. Все дерби софийские проводятся не на стадионе Левского или ЦСКА, а они проводятся на национальном стадионе, независимо от того, какая команда играет как бы дома. Весь стадион делится на две части, и половина стадиона выделяется под одну команду и половина под другую. Опять же, независимо от того, кто играет дома, а кто на выезде. И есть интересная особенность, что команда, которая проигрывает, ее болельщики первые покидают стадион. А болельщики команды, которая победила, должны ждать, это по времени минимум час обычно, пока болельщики другой команды уйдут полностью со стадиона.
Игра закончилась со счетом 1-0 в пользу Левски, хотя при этом обе команды создавали моменты, и в пользу ЦСКА не был поставлен один такой достаточно очевидный пенальти. При этом забавно, что судьи вообще не пользуются ВАР. То есть, если, например, сравнивать там с Европой, с Польшей в частности, тут ВАР используют активно, и очень много штрафных или пенальти ставится после него. При этом там моментов, чтобы посмотреть ВАР, было очень много, но судья, я не знаю, принципиально ими не пользовался. После игры мы отправились в Механу, это у них такой местный аналог корчмы. Атмосфера там очень крутая и, как всегда, очень вкусные блюда, поэтому однозначно рекомендую к посещению. На третий день рано утром мы отправились покорять вершину Малевица. Предварительно это должен был быть самый сложный хайк из тех, на которых мы были. Собственно, так оно и оказалось. Маршрут был очень интересный и достаточно тяжелый. Но зато какие виды открывались вокруг, это просто вау. Когда жена очень хотела с тобой в горы, и ты ее взял, смотрите. Я не жалуюсь. Мне очень нравится. Просто это тяжело. Она действительно не жалуется. И достаточно круто преодоляет все трудности. Но, конечно, тяжело. Вершина Маловица успешно покорена. Это было достаточно трудно. Высота максимальная 2730. Вот, но мы это сделали. Но хайк достаточно трудный такой. Он не очень большой по расстоянию, но общий набор высоты более 1000 метров. И кроме этого еще и достаточно крутой набор высоты. То есть нужна достаточно неплохая физическая подготовка, чтобы его сделать. Но мы все успешно сделали. И даже Катя, вот, она вообще Iron Lady. Так что все круто. Начинаем спуск обратно. Сам город достаточно интересный и красивый по-своему, но при этом видно, что очень много денег воруют и не вкладывают в инфраструктуру или какие-то реновации домов. При этом прямо на улице можно набрать себе воду прямо из источника, что местные делают в больших объемах. По вечерам мы исследовали город и по одной из рекомендаций посетили очень необычный бар. Вот такой вот бар. Чтобы попасть в него, нужно отгадать, каким ключом воспользоваться. Их тут вот несколько, и они пронумерованы. Верный ключ номер 23. Вот этот вот. На следующий вечер мы попали в заведение в арабском районе, где готовят очень необычную еду, при этом вкусную и достаточно сытную. В заведении практически не было свободных мест, но кое-как мы уговорили нам освободить один столик, который был зарезервирован.
А на следующий день мы отправились на скалодром. Это очень большой и современный комплекс, расположенный на окраине Софии. Вход туда стоит недешево. Мы отдали по 45 лев, то есть это примерно 22-23 евро с человека. В стоимость входит аренда обуви, само посещение скалодрома, а также клубная карта за 5 лев, которую ты просто вот один раз покупаешь и все. Внутри было два больших зала. Первый зал — это трассы, где ты можешь лазить без страховки. Вот, а второй зал, он с очень высокими стенами, даже не знаю, сколько там высота, точно больше 10 метров. При этом есть две секции, то есть одна часть — это там, где тебя может страховать твой напарник, а вторая часть — это где есть автоматическая страховка в виде такой лебедки. На ней очень страшно первый раз доверяться вот этому канату, который должен тебя поймать и автоматически опустить вниз. Я, в принципе, не боюсь высоты, но в тот момент было очень страшно. Спину. Знаешь что? Я Магнезию вообще забыл, блядь. Это пиздец. Ты под конец такой, не, я в середине, я такой, блядь, забыл. У меня руки уже все. Смотри, какие они чистые, блядь. Бля, ну это очень бодро ты говоришь. У меня в конце, как ты говорил, уже просто скользнуло. То есть эта ножка затряслась. Красавчик. На вторых выходных мы отправились все вместе в город Пловдив, чтобы там провести несколько дней и исследовать его. У меня есть традиция привозить майку местного футбольного клуба из каждого города, где я бываю. И первым делом, когда мы приехали в Пловдив, я отправился в магазин футбольной команды Ботов Пловдив. Магазин очень крутой, и там даже можно оплатить свои покупки биткоином. Я попробовал это сделать, но мне высветило ошибку про неверный адрес, и я решил не рисковать и оплатил все наличными. На второй день мы отправились посмотреть на цыганский район в Пловдиве. Это очень необычный опыт, и там, в принципе, есть таких 3 достаточно крупных района, где живут именно цыгане. При этом местные жители говорят, что жить с такими районами рядом абсолютно не опасно. And it's not like there is no opportunity for them to. Thank you. You see, we have even on the fence as well. We used to leave them inside to deal with whatever they want. And this is a police station that is pretty much responsible. No, it's all perfectly fine. Absolutely fine. You can do it. Don't worry. No, I mean... Пловдив оказался очень красивым и интересным городом. Мне он понравился сильно больше, чем София. При этом Пловдив является самым старым городом Европы и датируется 6000 лет до нашей эры. На следующий день мы отправились смотреть одно очень необычное природное место недалеко от Пловдива.
Выглядит потрясающе. Даже не хотелось ничего говорить на камеру. Опа. После этого на поезде мы отправились обратно в Софию и полетели домой.